Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня превращу повязку, которую уже вязала, в кубанку, как и планировала попробовать. Напомню, повязку вязала на обхват головы 50-52. Для большего размера, возможно, диаметр кубанки потребуется чуть больше. Итак, начиная в скользящую петлю, я набрала 16 столбиков с накидом, стягиваю нить и соединительным столбиком замыкаю ряд. И следующий ряд из 16 столбиков я делаю 32 столбика. 3 воздушные петли подъема. Следующий столбик делаю накид на крючок. И следующий столбик провяжу обычный столбик с накидом. Накид на крючок. И в этот же столбик провязываю лицевой рельефный. Таким образом, в каждый столбик предыдущего ряда буду провязывать обычный столбик с накидом. И сюда же за этот столбик буду провязывать лицевой рельефный столбик. Таким образом, у нас количество столбиков увеличится вдвое. Из 16 мы получим 32 столбика. Следующий столбик провязываю сначала обычный столбик. И сюда же провязываю лицевой рельефный. То есть за каждый столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика. Обычный столбик и лицевой рельефный. Так будем провязывать до конца ряда. Я дошла до конца ряда. Вот петли подъема. Делаю накид на крючок, провяжу обычный столбик и закрою, сделаю лицевой рельефный. Следующий ряд. В следующем ряду из простого столбика мы будем вязать изнаночный столбик. Из простого столбика вяжем изнаночный, а из лицевого мы провяжем 2 лицевых. И будем продолжать чередовать. Из простого столбика будем провязывать изнаночный. Вот 2 лицевых я провязала. Теперь из простого провяжу изнаночный. А из лицевого буду провязывать по 2 лицевых. Таким образом у нас этот ряд получится изнаночный столбик, 2 лицевых, изнаночный столбик, 2 лицевых. Так будем продолжать до конца ряда. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. В этом ряду мы 2 лицевых столбика провязываем неизменно лицевыми, а из изнаночного столбика из предыдущего ряда делаем 2 изнаночных. И получим чередование 2 изнаночных столбиков и 2 лицевых. То есть 2 лицевых столбика предыдущего ряда вяжем по рисунку
И так дальше у нас это сохранится. Больше мы лицевые столбики прибавлять не будем. Вот 2 лицевых провязали по рисунку. И так будем дальше провязывать лицевые 2. А прибавлять будем изнаночные рельефные столбики. В каждом секторе, в каждом круге будем прибавлять по 1 столбику. Вяжем в этом круге, в 4-м ряду, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так будем продолжать до конца ряда. Пятый ряд. Продолжаем прибавлять столбики в изнаночном секторе. Здесь у нас будет 3 изнаночных и 2 лицевых. Вяжем неизменно. И будем так продолжать до конца ряда. То есть из изнаночных столбиков из 2 предыдущего ряда мы вяжем 3, прибавляем в секторе на 1 столбик, а лицевые будем провязывать неизменно. Вот остался последний изнаночный, провязываю его изнаночным. Здесь у нас в этом ряду в секторе из изнаночных столбиков 3 столбика, а лицевые 2 столбика мы провязываем неизменно. И в следующем ряду, вот здесь у нас 3 изнаночных, в следующем ряду 4 изнаночных, 2 лицевых, в следующем ряду 5 изнаночных, 2 лицевых и так далее. Так вы будете вязать до тех пор, пока вы не получите диаметр, нужный вам для вашего объема головы. Я связала дно. У меня получился диаметр 17,5 сантиметров. Между лицевыми столбиками по 6 изнаночных столбиков. Но это для размера, для обхвата головы 50-52. То есть для большего размера, возможно, потребуется больше диаметр. Итак, я набрала цепочку уже 13 воздушных петель. Теперь наберу еще 3 воздушные петли для подъема. Самый первый ряд установочный мы вяжем в каждую петлю цепочки столбик с накидом. Всего у нас в этом ряду должно получиться 14 столбиков с накидом. Третий, 4, 5, 6, вяжем в каждую петлю цепочки, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13, 14 столбик. Всего в ряду 14 столбиков, считая петли подъема. То есть петли подъема у нас считаются за один столбик. Мы провязали установочный ряд. Теперь первый ряд узора. Для этого набираю 3 воздушные петли. Всего в узоре 2 ряда. То есть будем повторять всего 2 ряда. 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем. И вот в следующую петлю провяжем пышный столбик. Буду вытягивать 4 петли. 3, 4. Провяжу накиды вместе. И 2 петли вместе. Воздушная петля. В это же основание опять пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке провяжу вместе. Воздушная петля. Накид на крючок, пропускаю 1 столбик, в следующий столбик провяжу столбик с накидом. И затем последовательно еще 6 столбиков. Всего нам надо сейчас провязать 7 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, и так, последний 7. 7 столбиков последовательно провязали. Теперь воздушная петля, накид на крючок, пропускаю 1 столбик, в следующий столбик провяжу пышный столбик, вытягиваю 4 петли, 2, 3, 4. Вытянули, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, накид на крючок, в это же основание провяжу пышный столбик, вытяну 4 петли, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь столбик с накидом, завершаем ряд. Это первый ряд узора. Первый ряд и все нечетные будем вязать одинаково. Второй ряд воздушная петля подъема. Теперь столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из одной воздушной петли между столбиками предыдущего ряда. Столбик без накида в пышный столбик. Столбик без накида в арку из одной петли предыдущего ряда. Столбик без накида в первый столбик из 7 столбиков предыдущего ряда. Теперь наберу цепочку из 10 воздушных петель. Набралась цепочка из 10 воздушных петель. Теперь, как в тунисском вязании, поднимаем петли. Вытягиваем рабочую нить из каждой петли цепочки. Поднимаем 10 петель, считая вместе с первой петлей на крючке.
Вкалываем крючок в каждую петлю цепочки. И всего у нас на крючке получится 10 петель. Следите за тем, чтобы цепочка не перекручивалась. Так, подняли. Теперь провязываем сначала одну петлю, а теперь провязываем по 2 петли вместе. То есть этот ряд обратный. Здесь мы закрываем петли. Сначала закрыли одну, потом до конца ряда провязываем по 2. Провязали. Теперь переведу рабочую нить. Так, перетягиваем петлю. Вот такой элемент у нас получился объемный. И теперь соединяем с последним столбиком. Столбиком без накида. Вкалываем крючок в последний столбик, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Теперь так же, как в начале, столбик без накида в арку из одной воздушной петли, столбик без накида в пышный столбик. Теперь столбик без накида между пышными столбиками. Столбик без накида в пышный столбик. И еще один столбик без накида между пышным столбиком и столбиком с накидом предыдущего ряда. Теперь повторяем так же, как первый ряд. И будем все ряды вязать одинаково. Будем чередовать первый и второй ряд узора. То есть делаем накид на крючок. Поднимаем петли, делаем пышный столбик, вытягиваю 4 петли. Провязываем накиды вместе, 2 петли вместе. Воздушная петля. В это же основание провяжу еще один пышный столбик, вытяну 4 петли, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли вместе. Теперь воздушная петля и провяжу в каждый столбик с накидом из 7 по столбику с накидом. То есть всего у нас сейчас получится 7 столбиков с накидом последовательно в каждый столбик из 7 столбиков первого ряда узора. То есть первый ряд узора у нас получается изнаночный ряд. Вот сейчас мы вяжем изнаночную сторону. А второй ряд узора, там, где мы вяжем объемный элемент, это лицевая сторона. И повторяем. После столбиков воздушная петля и опять пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. Вытянули. Провяжу накиды вместе. И 2 петли вместе. Воздушная петля. И в это же основание провяжу еще один пышный столбик, вытяну 4 петли. 2, 3 и 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли вместе. Накид на крючок. И закрываю ряд столбиком с накидом.
И так будем вязать до нужной нам длины, чередуя первый и второй ряд узора. Сейчас воздушная петля подъема и повторяем второй ряд узора. Будем вязать объемный элемент, лицевую сторону. Вяжем столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида между пышными столбиками в арку из одной воздушной петли, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда, столбик без накида в первый столбик из 7 предыдущего ряда и также 10 воздушных петель цепочка. Вяжем объемный элемент. Набрали 10 петель. Теперь, как в тунисском вязании, вяжем сначала прямой ряд, поднимаем петли. Из каждой петли цепочки всего у нас на крючке с первой петлей должно оказаться 10 петель. И теперь закрываем сначала одну петлю, потом по 2 петли. Сейчас вытащу крючок и переведу эту петлю в основание элемента. Протягиваем петлю. Все, элемент у нас готов. Сейчас присоединимся. Присоединяемся к последнему столбику из 7. Столбиком без накида. Очень простой узор и очень эффектно смотрится, на мой взгляд. Вот так будем чередовать первый и второй ряд узора. Теперь столбик без накида в арку, столбик без накида в пышный столбик, столбик без накида в арку из воздушной петли предыдущего ряда, столбик без накида в пышный столбик и столбик без накида в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот такой узорчик у нас получается. Вяжите полоску нужной вам длины. Теперь соединяем основу и дно. Соединять будем изнанку с изнанкой, то есть шов у нас пойдет с лицевой стороны и будет напоминать рачий шаг. Складываю изнанку с Я сколола и шов у нас в 4 местах маркерами для того, чтобы распределить дно, чтобы у меня ничего не сбилось, и начинаю обвязывать. Дно То есть обвязка очень простая, но мне она очень нравится. Ввожу крючок, вытаскиваю петлю, оборачиваю эти 2 петли на крючке и провязываю их вместе. И получается что-то наподобие рачьего шага. Посмотрите, это очень просто. Обернула 2 петли, провязала вместе. Вот получается такой неровный краешек, что-то рачий шаг напоминает. Вот так будем вязать по кругу до тех пор, пока у нас все дно мы не пришьем к основе шапки. Вокруг этих 2 петель и 2 вместе. Оборачиваем вокруг 2 петель, 2 вместе. И так проходим всю шапку. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!